Когда шарлотка надоела, а хочется чего-нибудь вкусненького к чаю, я готовлю наш любимый яблочный пирог. Он такой вкусный и нежный, что просто тает во рту. Мало теста, много яблок, вкуснее, чем торт, и готовится, проще простого. Всем привет! С вами Олеся на канале Готовим дома. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями. В миску наливаю 150 грамм растопленного сливочного масла и добавляю 120 грамм сметаны. Перемешиваю. Постепенно просеиваю 200 грамм муки и добавляю чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваю тесто сначала ложкой или силиконовой лопаточкой. И домешиваю уже руками. Долго месить не нужно, как только ингредиенты собрались в шар, больше вымешивать не нужно. Вот такое нежное песочное тесто у меня получилось. Пока тесто довольно рыхлое за счет растопленного масла, но я стараюсь не добавлять лишнюю муку, чтобы выпечка получилась рассыпчатой и нежной. Заворачиваю тесто в пищевую пленку и убираю в холодильник минут на 30. Тесто отдохнуло. Немного присыпаю стол мукой и раскатываю тесто в тонкий пласт. После 30-минутного охлаждения тесто становится очень эластичным, приятным на ощупь, и с ним очень удобно работать. Переношу раскатанное тесто в форму. И вот таким образом распределяю по дну и бортикам формы. Диаметр моей формы для выпечки 24 см. Пока буду готовить начинку для пирога, убираю форму с тестом в холодильник. В миске соединяю 350 грамм сметаны. Всыпаю 250 грамм сахара. Сахар можете добавлять по вкусу, кто-то любит больше, кто-то меньше. Разбиваю 2 яйца. И добавляю чайную ложку ванильного экстракта или ванильного сахара для аромата. Все хорошенько перемешиваю венчиком до однородности. В конце всыпаю 40 грамм муки и еще раз перемешиваю. Беру 4 средних яблока, вырезаю семена и разрезаю яблоки на 4 части. Нарезаю яблоки тонкими ломтиками. Можно нарезать при помощи ножа, а если у вас есть такая или похожая терка типа бернера, можете воспользоваться ей. Мне кажется, на терке нарезать даже быстрее, чем ножом. Достаю форму с тестом из холодильника, и можно подровнять края при помощи маленького ножа. Тогда пирог получится ровненьким и красивым. Приготовь, поделись, подпишись. Но теперь дело осталось за малым. Кладу яблоки в форму. Посмотрите, сколько много яблок помещается. Получится очень много вкусной, нежной начинки. И заливаю яблоки сметанной заливкой. Выпекаю яблочный пирог в духовке. Температура 180 градусов. Время выпечки 50 минут. Температуру и время выпечки даю ориентировочно, смотрите по вашей духовке. Яблочный пирог получается просто божественный. Я готовлю его уже очень много лет, и летом, и зимой, потому что яблоки сейчас есть круглый год. И хотя часто я готовлю и другую выпечку, и торты, и пироги, и булочки, нам этот пирог совсем не надоедает. Жаль только, что нельзя передать вкус этой чудесной домашней выпечки через экран. Но попробуйте на минуточку закрыть глаза и представить себе его вкус. Рассыпчатое и чуть хрустящее песочное тесто с начинкой из сочных запеченных яблок, и все это в сочетании с нежной кремовой заливкой. Нежность и восторг в каждом кусочке. Далеко не в каждом кафе вам удастся попробовать такую вкуснятину, но вы легко сможете приготовить его дома. Пирог можно кушать сразу после выпечки, но еще вкуснее он становится на следующий день.
после того, как проведет ночь в холодильнике. Друзья, если вы любите домашнюю выпечку, напишите, пожалуйста, в комментариях «хочу пирог» или «хочу пирог с яблоками», и я буду знать, что вам интересна эта тема. Не забудьте сохранить рецепт и поделиться с друзьями в соцсетях. И, конечно, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Скоро увидимся!